Добрый день, дорогие скорпионы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на июль 2024 года. Да, дорогие, если вы смотрели большое видео «Лето надежд», это ваш гороскоп на 3 летних месяца июнь, июль и август 2024, то вы прекрасно понимаете, о чем я говорю. Если вы не смотрели в конце ролика, обязательно прикреплю это видео, посмотрите для того, чтобы максимально комфортно спланировать для себя 3 этих летних месяца. Итак, ребята, июль 2024 года, поехали! Да, у нас в последние дни июня разворачивается Сатурн. С 30 июня вот он уже чувствуется, вот эта вот энергия мощи, да, и активной деятельности, я бы это так сказала, деятельность, которую мы будем делать, совершая работу над ошибками, все то, что не доделали, не получалось, не хватало сил ранее. Сейчас будем это делать. В особенности почувствуют это, я бы так сказала, не сколько напряжения, потому что, собственно, для вас, дорогие скорпионы, в принципе, энергия-то будет не такая уж и напряженная, да, потому что Сатурн все-таки будет идти в трине к вашему натальному Солнцу, и здесь все-таки энергия будет продуктивная, правда, придется повозиться с теми делами, которые не доделали ранее. Но все это на приятных, я бы так сказала, эмоциях, и разворот Сатурна больше всего почует, конечно, скорпионы второй декады. Скорпионы третьей декады почувствуют очень сильное напряжение разворота Нептуна, который случится 3 июля. И здесь, конечно же, да, ребят, эмоциональная неделя нас с вами ждет. Это первая неделя июля. Будет эмоциональная, остановятся дела в работе, в карьере. У тех, кто максимально ускорен сейчас и трудится, естественно, эти дела и проскочат, да. То есть я ни в коем случае не говорю вам останавливаться, ничего не делать и отдыхать. Я же наоборот вам говорю, что эти развороты планет для вас будут крайне удачными. Да, придется делать работу над ошибками, разбираться в своих эмоциях, в чувствах, в неразделенной любви в том числе. Но при этом это идет все с помаркой. Плюс главное не залениться, потому что, да, дорогие скорпионы, я знаю, когда аспекты очень благоприятны, такое ощущение, что слишком вам легко и вам хочется немножко все-таки, чтобы обстоятельства заставляли это делать. Поэтому здесь, конечно же, какая-то часть скорпионов заленится, какая-то пойдет в продуктивность, в развитие, в творчество, в том числе в финансовую историю. Но это уже после новолуния. Новолуние у нас в июле будет 6 июля. Новолуние будет в Раке. Для вас, собственно, дорогие скорпионы, тоже прекрасный момент. Хороший эмоциональный день. Я бы не сказала, что что-то сложное. Сложности начнутся чуточку позже, с 7 июля. И здесь, конечно же, у нас будет Венера в оппозиции с Плутоном. Это такой аспект финансовый, аспект немножко, когда поштормит в любовных отношениях. И, конечно же, это аспект хороших денег. Поэтому здесь момент, какую планку вы можете по жизни держать, можете ли вы подниматься выше, можете ли вы задавать тон своим желаниям и возможностей. Поэтому здесь, ребята, да. Я скажу так, что в этот момент еще будет у нас с 7 по 18 июля также Марс соединяться с Ураном в знаке Тельца и будет делать все-таки, дорогие скорпионы, на вас оппозицию. И здесь история того, что финансовая история, история с любовью, история с деньгами, она для вас будет складываться очень хорошо, да, по крайней мере, скорпионы, вот третья декада, они будут понимать историю того, что да, все хорошо, все замечательно, но при этом события, которые будут вас выводить на новый уровень, они будут не совсем вам понятны, не совсем однозначны. Это когда, знаете, всегда вот, когда Уран заходит на там благоприятном аспекте, говорит, вот это удача, вот это повезло, вот это хорошо.
Когда Уран заходит на оппозиции или на квадратуре, обычно говорят: удача меня покинула. Такая масштабная, глобальная удача. И события складываются, на первый взгляд кажется, что они такие сложные, специально достают, специально выбивают из колеи. Да, ребят, потому что на самом-то деле, дорогие скорпионы, для вас момент разворота и Сатурна, и Нептуна — это такие моменты активной творческой профессиональной деятельности. Да? И если вы не будете это внедрять, то, конечно, будут случаться события, которые будут максимально выбивать из этой колеи засидевшихся своих вот таких вот эмоций, ровных эмоций, таких ровных отношений. То есть специально будет происходить такой накал чувств. Это сложно? С какой-то стороны, да, но вы, дорогие скорпионы, я знаю, вы уже привыкшие, не только у меня, надеюсь, не знаю, что в жизни бывают трудности, и когда случаются ситуации, с ними надо просто бороться, надо просто подниматься на уровень выше, и все будет происходить хорошо. А так, да, максимально почувствуют энергию июля и всех этих эмоций, это, конечно, скорпионы третьей декады. Да, ребят, так случилось, так сложилось, у вас будет самый напряженный момент. У скорпионов второй и первой декады все будет гораздо проще, будет не так напряженно, будет не так сильно, резко, будет все-таки. Скорпионы первой декады вообще уже проходили эти трудности в прошлом году, поэтому здесь, конечно же, истории, которые будут случаться со скорпионами второй и третьей декады, они, конечно же, такие гораздо уже серьезнее, потому что, да, то был 22 год, 23 для скорпионов первой декады было, конечно же, сложное время. А сейчас уже пришло время других скорпионов. Поэтому, ребята, если я не говорю про какую-то декаду, не освещать, не говорю о том, что я вас как-то не люблю или хочу вас, для вас не рассказывать этот гороскоп. Нет. Это история про то, что как раз-таки просто кто-то уже свои истории прошел, а кто-то еще не проходит. При этом понимайте, что это общий гороскоп, и на всех одинаково, он просто не будет физически действовать. Личный ваш персональный гороскоп у меня на консультации. Лично по вашей натальной транзитной карты, когда я открываю ваши водные данные, именно про вас персонально только на консультации. Здесь же общий гороскоп, и я надеюсь, вы понимаете, что 700-800 миллионов скорпионов не могут жить с одинаковыми жизнями, да? Поэтому, если же у вас по итогу видео остаются вопросы, что-то вам непонятно, оставляйте в комментариях под этим видео, но обязательно указывайте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, для того, чтобы я открыла именно вашу карту, а не эфемерно всех скорпионов. Итак, идем дальше. Самый активный и продуктивный период, и я могу назвать с 7 по 18 июля. Здесь, конечно же, множество возможностей, множество новых ситуаций для продвижения, для активной деятельности. И Уран будет делать оппозицию не просто так, ребят. Это специально сделано для того, чтобы вы максимально развивались, потому что Уран — это планета будущего и развития. Да, кому-то будет сложно, кто-то будет чувствовать одиночество, кто-то будет очень сильно за это переживать. Но, ребята, как говорится, не вы одни, мы тут все будем трудиться в июле, поэтому трудимся. И да, 21 июля у нас будет полнолуние. Полнолуние будет в Козероге. Это второе полнолуние за это лето в Козероге. Полнолуние в июне тоже было в Козероге. Но сейчас все сложнее. Полнолуние будет в соединении с Плутоном. Да, дорогие скорпионы, с вашим управителем, главным и мощным. И здесь история прежде всего заточена на то, чтобы прийти к максимальным осознаниям, к действиям, к реализации. Если вы, конечно же, их не делали в течение всего июля, и тогда, конечно же, будет очень жалко и печально, что время было упущено, потому что на самом деле очень множество возможностей в реализации, в деньгозарабатывании, в достижении того самого социального статуса, потому что мне часто пишут, когда лучшее время начать свое продвижение, карьеру, начинать бизнес, открывать дело. Говорю, когда удобно, когда нужно это делать. Да, конечно, у каждого персональные показания в карте есть, но все-таки говорю, когда надо делать, в это время не хочется.
хочется. В это время не хочется, и потом наступает другое время, когда не совсем удачно, а тогда очень сильно хочется. Ну, обычно, когда очень много напряженных аспектов, тогда мы все и открываем, да, начинаем. А почему? Потому что было очень много гармоничных аспектов, и мы как-то вот в это время хотели провести праздно свой образ жизни. Да, скажу так, что июль будет располагать к отдыху, развлечению. Естественно, оно всегда так. Не бывает бесплатного сыра в мышеловке. Бывает история того, что если нам дают возможность, то нам всегда дают максимальный соблазн. И здесь, конечно, да, июль будет с максимальными соблазнами не работать, выяснять отношения, уходить в какие-то любовные истории, выяснения их. И это такая, знаете, я бы сказала, самая простая история слиться в отношения, слиться в выяснение отношений с партнером. Конечно же, будет потрачено время. Очень хорошее время для деньгозарабатывания, потому что, еще раз говорю, Венера в оппозиции с Плутоном – это шикарный аспект денег. Это шикарный аспект реализации, финансовой стабильности. И совместно с ним Уран в соединении с Марсом в том числе. Выстрелят проекты, которые раньше не получались, новая работа, новые навыки, раскрытые таланты, все, что связано с интеллектуальной деятельностью, все, что связано с общением, с переговорами в том числе. При этом скажу так, что и на момент полнолуния, и неделя после полнолуния пройдет у нас на аспекте Уран-Меркурий в квадратуре. И это прекрасный аспект для учебы, для коммуникации, для того, чтобы обрести большой круг, контакт знакомых. Здесь прекрасная история того, чтобы учиться сдавать экзамены, защищать свои знания. При этом необходимо быть внимательными в документах, за рулем, потому что Меркурий во Льве в квадратуре с Ураном – это невнимательность в каких-то таких бюрократических вещах, историях. Здесь нужно уделить максимум внимания. Да? Скажу так, что если смотреть по всем знакам зодиака, да, которые вот есть гороскоп у нас на месяц, да, я скажу, что для скорпионов лето, июль – это вообще прекрасный месяц, я бы сказала, такой плацдарм. Прекрасные аспекты для реализации, прекрасные аспекты для продвижения, для карьеры, для запусков, для смены работы, для повышения уровня своих отношений, повышения качества жизни, да, для взаимопонимания в том числе. Скажу так, что у нас август, забегая немножко вперед, и все, кто смотрел «Лето надежд», понимают, что август будет не такой радужный и веселый, да, поэтому, дорогие скорпионы, здесь, конечно же, понимаете эту историю того, что максимально комфортно все будет сделать в июле. Да, при этом максимально все будет отвлекать, потому что здесь и активный Уран, а Уран это всегда тусовки, это всегда компании, это всегда единомышленники, это всегда хочется что-то сделать. Делайте, запускайте что-то с друзьями, в компаниях, будет получаться хорошо. Коллективный бизнес тоже будет получаться хорошо при этом. Главное здесь, конечно же, не расстаться в отношениях, не уйти в какие-то такие сложные выяснения, манипуляции, то есть не скатиться на такой низкий уровень, я бы так сказала, такого вымогательства, выяснения отношений, Венера-Плутон в том числе. Да? Поднимайтесь выше, начинайте на этих эмоциях мудрые, классные, потрясающие отношения в долгу, начинайте бизнес, действия, активность и заработок тех самых финансов, про которые вы все, дорогие, так часто пишете. И я очень рада, когда вы внедряете и у вас получается, потому что это на самом деле то самое, что нужно для того, чтобы обрести, для вас реализоваться в своих кармических задачах, потому что я не скажу, что для Скорпиона физические деньги, они являются как самоцель по жизни. Нет, деньги это вообще лакмусовая бумажка того, что реализованы наши лучшие качества, да, то есть реализованы все наши таланты. Поэтому, да, дорогие Скорпионы, здесь, конечно же,
реализовывайтесь и для того, чтобы ваша лакмусовая бумажка как можно богаче и ярче отсвечивала. И тогда у вас все будет складываться по жизни хорошо, потому что для вас важно не сколько иметь стопку денег, да, сколько иметь наработанные качества и навыки, независимо от того, сколько раз будет потерян бизнес, начинать сначала и очень быстро приходить к тому самому результату. То есть от мысли до реализации, чтобы было не так много времени, чтобы вот эта внутренняя сила и мощь, как моторчик, который движет вами по жизни. Вот это ваша истинная кармическая задача. При этом иметь баланс, договариваться с людьми, не тянуть одеяло только на себя. И, конечно же, это партнерские отношения. Поэтому, да, дорогие, весь июль разбираемся над любовной сферой, над финансовой реализацией. И, конечно же, вы спросите меня, а когда отдыхать? Успеем мы отдохнуть? Успеем. А для вас, дорогие козероги, извиняюсь, скорпионы, это время очень даже классное. У козерогов просто тоже прекрасный месяц для работы. Поэтому те козероги, которые смотрят еще и скорпионе гороскоп, знаете, да, такой небольшая отсылочка, что и козероги, и скорпионы в это лето трудятся как никогда, и у вас это должно получиться максимально хорошо. Дорогие, если у вас остались вопросы, задавайте, спрашивайте. Кого интересует август, ретроградный Меркурий, другие сложные аспекты августа, это все уже есть в гороскопе «Лето надежд». Открывайте и смотрите. И здесь, конечно же, история того, что июль желательно максимально раскачать свою энергию, чтобы август был не таким сложным, не таким выматывающим сложным. Да, так-то вот он, аспекты для работы очень хорошие, чтобы вот эмоциональное состояние не просело. А так, собственно, я думаю, что вы со всеми справитесь, если, конечно же, вы скорпион, который живет по солнцу скорпиона. Тогда вообще все супер классно. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, что была полезна. Все актуальные ролики прикреплю в конце. Самых активных жду на консультации. Создала телеграм-канал, вы меня просили. Там буду дублировать все новости, освещать, выпускать самое первое. Наконец-то созрела, нашла чуточку времени. Ссылочку на телеграм оставлю в описании видео. Но если остались вопросы, спрашивайте. При этом дата, время, место рождения, ребята, и ваш вопрос. И в режиме свободного времени я отвечу. Ну что, ребят, спасибо за просмотр. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.